Этот электроскутер стоимостью более 100 тысяч рублей будет разыгран в ближайшие несколько дней среди подписчиков канала электроскутеры Skyboard, но об этом чуть-чуть попозже. Всем привет, с вами Роман, испытатель электротранспорта, и в этом видео мы разберем литий-ионный аккумулятор на 60 вольт и 20 ампер-часов от электрочоппера сети Кока компании Skyboard. Это будет подробный разбор и замер общей емкости батареи электроскутера. Разберем БМС-плату, посмотрим, на каких элементах собран аккумулятор и оценим качество в целом. И сразу к делу. Судя по маркировке, дата сборки аккумулятора электрочоппера сети Кока датируется августом 2020 года. Заявлено 60 вольт 20 ампер-часов, но это мы еще проверим на замере емкости. Приступим к разбору самой батареи. Для начала выкручиваем все винты по периметру верхней крышки металлического кейса. Уже не перестаю удивляться качеству соединения фишек силовых кабелей. Здесь есть дополнительная фиксация стяжкой, чтобы исключить возможность внезапного разъединения от вибраций во время поездки. Вновь встречаем предохранитель на 40 ампер, установленный на силовом кабеле в специальной прорезиненной ячейке с герметичным клапаном. Основной блок элементов питания вклеен внутрь металлического ящика через боковую проставку из вспененного материала, чтобы батарея не болталась внутри. Но и это еще не все. По всему периметру есть дополнительная прокладка, чтобы также исключить лишние удары о корпус во время поездки. Уверен, что внутри мы найдем еще несколько дополнительных подушек, как это было с предыдущими батареями. Кто не смотрел, ссылки сейчас начнут выскакивать в верхнем углу экрана. Основной блок элементов питания герметично защищен от попадания внутрь влаги и пыли при помощи термоусадочной оболочки и жесткого текстолита желтого цвета. Элементы питания, согласно маркировке, имеют размеры 18650 по 2500 мАч, среднее напряжение 3,7 вольта, емкость каждой банки 9,25 Вт-часа. Но это, как и говорил ранее, мы еще замерим специальным прибором. И вновь меня радует фиксация элементов в специальных ячейках-холдерах. Они, может, и съедают какое-то место во время сборки самой батареи, но зато придают надежность общей конструкции, исключая гуляние банок и срыв припоя. Также благодаря холдерам увеличивается общий срок службы аккумулятора, так как элементы не прижаты вплотную и находятся на расстоянии друг от друга, а значит меньше подвержены перегреву. Дата сборки БМС-платы 17 июня 2020 года. Согласно маркировке мы имеем дело с 16 параллелями и, как мне подсказывает практика, по 8 банок в каждой ячейке. Максимальный ток разряда 40 ампер. Так и есть 8 банок на одну ячейку. И вновь не перестаю удивляться. Еще не встретил ни одной батарейки с косяками по пайке. Сварные точки все чистые, нет ни одного пережженного места. Давайте вскроем БМС-плату. На теплоотводной панели отмечаем наличие термосубстанции. На самой БМС-плате установлены мощные мосфеты и балансировочные транзисторы, что говорит о правильной и ровной зарядке и разрядке самой батареи. Единственное, что меня смущает, это отсутствие датчика температуры. Место есть, а сам датчик отсутствует. Во всех ранее вскрываемых мной батареях данного производителя датчики были на месте. Страшного в этом ничего не вижу, скорее всего упустили из виду данный момент. Но как бы там ни было, информацию производителю я уже передал, и кто-то обязательно за это получит по шапке. Единичный это случай или нет, станет ясно после проведения внутренней проверки на фабрике. Ответ от производителя ждем в комментариях или в описании к этому видео. Место соединения основного шлейфа залито клеем. Это очень хорошо, чтобы не выскочил в случае тряски. По факту общего качества сборки аккумулятора у меня претензий не возникает. Использована изоляционная бумага, внутренние элементы зафиксированы очень надежно. Как и говорил ранее, есть наличие вспененных проставок и общая герметичность на высоком уровне. Опять же, наличие активной балансировки, предохранителя на разряд батареи и многое другое являются показателем того, что производитель не экономит на производстве. С датчиком температуры пусть разбираются, а мы переходим к замеру общей емкости при помощи тестера. Разряд батареи производится 20 амперами. Спустя 1 час 22 минуты и 2 секунды БМС-плата автоматически отключила разряд аккумулятора на отметке в 44,5 вольта. Общая емкость батареи электрочоппера сети Кока Skyboard составила 20,73 ампер-часа, что по факту даже чуть больше, чем заявлено производителем. Пока вы смотрели это видео, подписчики канала уже вовсю регистрируются в розыгрыше электроскутера стоимостью более 100 тысяч рублей, который пройдет на этом канале в прямом эфире буквально через несколько дней.
Если ты хочешь выиграть настоящий электроскутер VIP-класса, тебе нужно выполнить всего несколько простых действий. Все условия ты найдешь, посмотрев видеоразбор электроскутера после зимнего хранения в сугробе, нажав вот на эту иконку в конце данного ролика. Подписывайся на канал, ведь впереди розыгрыш 10 электроскутеров, и шансы на победу действительно очень велики. Я хочу поблагодарить магазин «Электроскутер» за возможность проведения съемки специально для вас на их территории. Ребята давно занимаются продажей электротранспорта. Приезжая сюда, вы всегда можете ознакомиться с богатым ассортиментом и бесплатно пройти тест-драйв перед покупкой. Все контакты будут указаны в описании к этому видео. С вами был Роман, испытатель электротранспорта. До новых встреч на просторах Ютуба. Удобная посадка известных мотоциклов Chopper. Экономит семейный бюджет и не требует постоянных расходов на техническое обслуживание. Не раздражает соседей и бережет ваши нервы. Кататься можно даже в деловом костюме. Быстросъемные батареи заряжаются в гараже или в квартире от домашней сети. Менее 20 рублей за 100 километров пути. И это по самому высокому тарифу Москвы.